Вам в голову приходила мысль, что Стив и Алекс не похожи на обитателей всего разнообразного мира Майнкрафта? Квадратоголовые, прямоугольные, но такие другие. Вы задавались вопросом, почему я должен убивать дракона? По какой причине он заслуживает смерти от моих рук? Почему жители живут в деревнях, но не умеют строить? Почему эндермены берут в руки блоки? Почему существует край и ад? Чтобы понять и истинную природу Стива, нам стоит спуститься в самые глубины миров, войти в огненную колыбель, родной мир древних. Именно в аду начинается история цивилизации древних, сородичей Стива. Но не думайте, что жили они в таком ужасном месте. Давным-давно вместо столпов из плоти и душ была самая обычная земля, а вместо лавы текла вода. Все древние умели создавать и разрушать. Они были очень продвинутой расой. Подобно богу, они создавали новых зверей, птиц, насекомых, големов и даже разумных существ, жителей. Опасаясь быть обманутыми своими же творениями, они отобрали у жителей возможность строить и разрушать. Взамен лишенные сил получили големную охрану. И так продолжалось еще некоторое время. Но природа не стояла на месте, как и желания древних. Они хотели большего. Они хотели стать истинными богами. Но где искать эту силу? Эксперимент за экспериментом, и в один несчастный день родной мир предков Стива был обезображен. Города пали, и вода превратилась в лаву, многие погибли, а кто уцелел, стали мутантами, из земли выросли столпы плоти и закрыли собой небеса. Некогда прекрасный райский мир был утерян, навсегда вместе с его обитателями. Вы замечали порталы из обсидиана, раскиданные по миру? Это монументы тех трагичных дней. Древние бежали от катастрофы вместе со своими подчиненными через них. Порталы работали очень нестабильно. В тот день никто не мог точно определить маршруты и механизм работы телепортации. Мы не знаем, куда могло занести древних. Но видя порталы то тут, то там, можно с уверенностью сказать, что раскидало беженцев по всему миру, а может даже и в разные миры. Нам этого никогда не узнать. Удар по цивилизации был ошеломительный. На целые тысячелетия древние забылись в повседневной, спокойной и размеренной жизни. Сам верхний мир, казалось бы, был сотворен кем-то, желавшим потеряться во времени. Я бы мог сказать, что на этом история подошла к своему концу. Однако группа древних, состоявшая из самых молодых и горевших рассказами о былом могуществе и необретенной божественности, решила возобновить поиски силы. Их было 12. Воспользовавшись знанием телепортации и пожертвовав частью себя, они открыли новое измерение, названное Краем. Там они обрели силу. Став поистине божественными существами, 12 уже высших решили обратить время вспять и изменить ход событий тысячелетней давности. И в результате временного скачка все древние верхнего мира исчезли в одночасье. И казалось, вот, уже совсем скоро никто и не вспомнит о трагедии, а высшие, используя новообретенные способности, не допустят повторения истории. Судьба же была иного мнения. В процессе высшие притягивались и сплетались, их тела смешивались друг с другом, а сознание каждого теряло свою идентичность. Сейчас уже и не сказать, что там произошло. Это было за гранью понимания, но это новое бестелесное существо полной энергии впитало в себя большую часть Края. Оно впитало сам мир и в конце концов взорвалось. Разлетевшись на множество осколков, они обрели форму эндерманов, а мы их прозвали существами Края. Они носят в себе частички той могучей силы высших. Однако среди всех осколков был один самый крупный. За долгое время, проведенное в пустоте поглощенного мира, он превратился в дракона Края. Нам неведомы его мотивы, но создается такое ощущение, будто он наблюдает и охраняет всех тех блуждающих эндерменов, как своих детей, как частички былого себя. Возможно, он помнит что-то из прошлого, возможно, он сожалеет о содеянном. Теперь это не имеет значения, ведь он, как и история древних, подошли к концу. И вот вы появляетесь в мире уже после всех рассказанных событий. Вы единственные во всем мире, кто имеет способности разрушать и создавать. Ваше приключение начинается нигде и заканчивается ничем.
Все, что вы можете на самом деле, это создавать шум в тихом мире. Вы не нужны жителям, вы не нужны дракону, и даже аду вы тоже не нужны. Вы лишь отголосок. Да, Стив — это бог. Бог, которого никто не просил. Так может, стоит остановиться? Сделайте себе дом, оставьте инструменты, закройте глаза и усните сладким сном.